2026 год обещает стать одним из самых насыщенных на астрономические и астрологические события за последние столетия. С астрологической точки зрения 2026 год – это год лошади. Поскольку в нумерологии 2026 – это число 1, то 2026 год – это будет энергия лошади и числа 1. Начинается новый 9-летний цикл. Вселенная дает вам возможность написать новую главу своей жизни. Это год новых начинаний, новой самоидентификации. И ваш выбор в этом году будет иметь большое значение, чем когда-либо. Вы обретете новую личность, силу и направление, новую временную линию. Здесь вы встретите свою судьбу. Это год, в котором вы добьетесь успеха и станете лидером. Вот о чем будет 2026 год. Рассмотрим астрологические события в 2026 году. Коридор затмений. Это астрономический термин, означающий период, в который происходит несколько солнечных и лунных затмений подряд. Это два события следуют друг за другом с интервалом примерно в 2 недели, и поэтому образуют так называемый коридор затмений. Это происходит, когда Луна находится вблизи узлов своей орбиты, точек пересечения с эклиптикой. В астрологии период затмений считают нестабильным, переходным и даже кармическим. Согласно астрологии, энергетика затмений, особенно в коридоре между ними, может обнажать скрытые проблемы, теневые аспекты личности, проявлять кармические уроки и создавать непредсказуемые ситуации. В 2026 году нас ожидают 2 коридора затмений. Зимний коридор затмений с 14 февраля по 3 марта. Начало 17 февраля будет происходить солнечное, неполное кольцеобразное затмение, а 3 марта заканчивается лунным полным затмением. Таким образом, продолжительность зимнего коридора составляет примерно 15 дней. И летний коридор, который начинается с 12 августа и заканчивается 28 августа. Начало 12 августа будет сопровождаться полным солнечным затмением, и окончание 28 августа будет сопровождаться лунным частичным затмением. Продолжительность этого коридора будет составлять примерно 16 дней. В период коридора затмения рекомендуется замедлиться и проанализировать ситуации в своей жизни. Возможно, вам придет осознание, в какой сфере требуется пересмотреть свои планы, отношения, в каком направлении двигаться дальше. В этот период проявляются теневые стороны вашего подсознания, которые были глубоко спрятаны, какие-то страхи и фобии. Коридор затмений – это кармический период. Затмения происходят вблизи лунных узлов, так называемых кармических осей Раху и Кету в ведической традиции. Северный узел символизирует задачи на это воплощение, а южный – опыт прошлого. Поэтому время между затмениями считается периодом кармической отработки, завершения старых циклов и переоценки жизненного пути. События, происходящие в это время, часто воспринимаются как судьбоносные и имеющие глубокий смысл. Обратите внимание, есть ли какие-то повторяющиеся паттерны в какой-либо сфере жизни у вас. Осознайте, какие это кармические уроки, которые вам нужно отпустить, от чего желательно воздержаться в этот период. В этот период не стоит начинать новые проекты, совершать сделки, принимать важные решения в сфере личных или профессиональных отношений, принимать важные решения и выяснять отношения.
Рекомендуется проработать страхи, негативные эмоции, делать медитации и практики, вести дневник самонаблюдения, больше времени проводить на природе, заземляться, чувствовать позитивные эмоции, отпустить прошлое, то, что мешает вам двигаться вперед. Кроме того, в 2026 году нас ожидает большой парад планет сразу после зимнего коридора затмений 28 февраля, примерно через час после захода Солнца, когда 6 планет – Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий – выстроятся в один ряд с Луной в вечернем небе. 4 из них – Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий – будут легко видны невооруженным глазом, а для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп. Луна будет ярко освещена и находиться рядом с Юпитером. Парад планет 28 февраля – это усредненная дата, которая будет отличаться в разных точках мира. Например, 25 февраля в Сан-Паулу, 28 февраля в Мехико, Нью-Йорке, Токио, 1 марта в Пекине, Бомбее, Лондоне и 2 марта в Рейкьявике. Планеты располагаются близко друг к другу по одной линии от Солнца. В действительности планеты не могут выравниваться во всех 3 измерениях пространства. Визуально они будут располагаться близко друг к другу, если смотреть с Земли. Этот период будет сопровождаться мощными потоками энергии, которые будут чувствоваться каждым жителем нашей планеты. Это период обновления и трансформации, возможно, связанный с затмениями и ретроградным Меркурием в Рыбах, что символизирует глубокие перемены и интуитивные прорывы, требуя адаптации и духовного роста. Полнолуние 2026 года. В 2026 году будут 13 полнолуний, включая 3 суперлуния в январе, ноябре, декабре, а также полнолунное затмение 3 марта, окрашивающее Луну в красный цвет, кровавая луна червя. Астрологически полнолуние в Раке 3 января связано с домом и семьей, а полнолуние 26 сентября в Овне будет символизировать завершение и мощную энергию для новых начинаний. Суперлуния в 2026 году произойдут, когда Луна будет максимально приближена к Земле. Это будет 3 января, Волчья Луна, суперлуния в Раке, где акцент идет на эмоции, дом, семью, завершение цикла. 24 ноября Бобровая луна или луна охотника. Астрологически связана с завершением этапа подготовкой к зиме и переходом к новым циклам. 24 декабря холодная луна в Раке. Это последнее и самое большое суперлуние 2026 года. Связано с подведением итогов года и внутренними трансформациями. Астрологически они связываются с усилением эмоций, интуиции, переосмыслением долга и личных обязательств. Особенно январская суперлуния в Раке – это период ностальгии, возврата к истокам, а ноябрьские и декабрьские связаны с завершением года, подготовкой к зиме и внутренними переменами. Особенность 2026 года заключается в том, что произойдут 3 ретроградных периода Меркурия, все в водных знаках. Это смещает фокус с логики и рациональности на сферу чувств, интуиции и эмоциональных реакций. С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным в Рыбах. Этот период совпадает с коридором затмений
усиливая эффект неопределенности. 29 июня по 23 июля Меркурий уйдет в ретроградность в Раке, что связано с семейными темами и вопросами дома. С 24 октября по 13 ноября Меркурий будет ретроградным в Скорпионе. Это самый напряженный цикл года, когда могут всплыть скрытые темы, финансовые вопросы и психологические конфликты. Это проработка кармических связей и уроков. Во все ретроградные периоды традиционно не рекомендуется начинать новые проекты, покупать недвижимость, принимать важные решения, зато можно успешно завершать старые дела и возвращаться к отложенным проектам. И самое важное событие в 2026 году – это Плутон продолжает свое движение в Водолее, которое он начал в 2024 году и будет двигаться в этом знаке до 2043 года. Плутон – это планета власти, разрушения и созидания, краха и возрождения, глубокой трансформации через преодоление. Он посылает испытания, но и дает шанс на трансформацию. В 2024 году Плутон завершил свое 16-летнее пребывание в Козероге, завершая период засилия корпораций, борьбы за власть, токсичное накопление богатства, неограниченной власти и коррупции. 19 ноября 2024 года Плутон перешел в знак Водолея, в котором он пробудет 22-24 года. Переход Плутона в Водолей – это точка невозврата, которая приносит для водолеев мощную трансформацию, рост лидерских качеств, переосмысление личности, возможную смену профессии или образа жизни, а всем другим знакам – тему переосмысления социальных структур, адаптации к новым технологиям и изменения в личной жизни. Будьте открыты к этой энергии новых возможностей, новаторства и перспектив во всех сферах. Влияние Водолея – это период глобальных перемен, прорывов и быстрых сдвигов в технологиях, инновациях, науке, социальных нормах и идеологиях, эволюции коллективного сознания. Все это ждет нас впереди вплоть до 2043 года. Это будет сопровождаться демонтированием существующих систем. И вместо этого открываться новый путь, новое будущее для построения нового сообщества. В прошлом это было связано с недовольством масс, что сопровождалось революцией, сокрушением монархий и борьбой за радикальные идеалы свободы и равенства. Похожие события мы наблюдаем в настоящее время, что сопровождается военными конфликтами, ростом недовольства масс, социальным положением и политикой правительств. Вспыхивают мятежи и демонстрации в разных точках мира, растет коллективное сознание. Плутон в Водолее затрагивает каждого. Он заставляет переосмысливать свою роль в обществе, искать новые пути самореализации и учит адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Это время мощной внутренней трансформации, когда люди учатся брать ответственность за свою жизнь и окружающий мир. С астрологической точки зрения, многие считают, что переход Плутона в знак Водолея является началом перехода в эпоху Водолея. Смотрите на нашем канале видео «Эра Водолея», где вы узнаете, что означает астрономическое и астрологическое понимание эры Водолея и когда она наступит, кто перейдет в новое время и что нас ждет в переходный период
от эпохи рыб в эпоху Водолея.